Привет, народ! У нас очередная посылка из Китая, очередной лазерно-светодиодный уже проектор. Были у меня такие на канале, друзья. Кому интересна тема проекторов, переходите, смотрите плейлисты. Есть у меня целый плейлист по вот таким всяким разным проекторам, и уличным, и, соответственно, домашним. Приехала в такой вот коробчонке, видите, все отлично целое, немножко замялся уголок. Значит, размеры, как мы можем видеть, 106 на 96 на 90 миллиметров. Вскрываем, смотрим, что нам приехало. Первым делом, друзья, у нас есть кронштейн. Вторым делом у нас есть винты а-ля барашек для крепления нашего кронштейна. Два винтика. Так, здесь у нас кабелек был, конечно же, смотан. Я его уже размотал, друзья. Кабеля здесь 1,5 метра. Значит, на одном конце стандартный USB-A разъем. На втором конце разъем вот такого вот типа. Не помню, как он правильно называется. Там что-то 3-миллиметровый, что-то такое. Так, имеется пульт дистанционного управления. Друзья, пульт идет у нас, предупреждаю, без батареи. Батарейки у нас вкладываются сюда. Значит, здесь прямо на пультике написано CR2025, либо CR2032. То есть 2025 подразумевается 25, это у нас 2,5 мм толщина батарейки. И 32 это у нас 3,2 мм батарейка. Ну а 20 это диаметр. Значит, вот этот отсек я в первом каком-то своем видео, одном из первых видео, значит, не знал, для чего этот вот штуковина. Рассмотрел, перевел, и здесь просто отсек для запасной батарейки. И больше никаких дополнительных функций он не несет. Вот такой вот пультик-матрешка. Кладем сюда и достаем. Давайте сразу, вот есть у нас в коробочке еще, друзья, инструкция. Значит, инструкция у нас, как всегда, на английском и на родном нам китайском языке. Я думаю, на китайском читать проще, все мы понимаем этот язык. Шутка-прибаутка. Так, коробчонку мы в сторонку. И виновник торжества, друзья, у нас вот такой вот лазерно-светодиодный проектор. Почему лазерно? Потому что у нас есть два лазера. Обратите внимание, давайте вот этим вот скруткой этой провода. У нас установлен там диск прозрачный. И на этом диске, по ходу, нанесены у нас какие-то там вот эти картинки. Здесь у нас переливается 3 светодиодика. И угол рассеивания почти 180 градусов. Ну, там 165 примерно. 160, 170 я уж точно не буду измерять транспортиром. Значит, проектор у нас от фирмы S-Shiny или S-Hini. Я уж, друзья, не знаю, как правильно. Не дружу я особо с английским языком. Значит, вот так это все у нас выглядит. На задней панельке мы видим, что у нас установлен кулер. Включение-выключение, такой тумблерок. Значит, вход питания 5 вольт. И мы видим встроенный микрофон, что нам говорит уже о том, что наш вот этот вот лазерно-светодиодный проектор может работать под музыку или в такт музыки. Как-то вот так. Значит, имеется на передней панели у нас инфракрасный приемник и кнопочка изменения режимов. Это у нас моды. Так, далее едем. Едем. Подключаем, друзья, стандартную телефонную зарядку. Никаких проблем нет. Да, друзья, сразу говорю, что на сайте есть такие точно проекторы, но со встроенным аккумулятором. Я хотел заказать со встроенным аккумулятором. Продавец сказал: извини, друг, что-то там у него проблемы с доставкой, с таможнями. Короче, с аккумулятором проблема. Пришлось заказать такой. Ну и, соответственно, включаем вот сюда. Вот. И у нас, как мы видим, сразу загорается индикация, то есть, что наш прибор, либо проектор, находится постоянно под напряжением. Так, давайте мы сразу с вами прикрутим кронштейн. Используем вот эти вот винты-барашки, а-ля барашки, как их там правильно назвать. Ну, у нас, как бы в простонародье, барашка. Хотя, наверное, он и по-научному так называется. Все, прикрутили. Можем его прикрутить к потолку. Друзья, обращаю внимание, если вы будете крутить его к потолку куда-то там, на какой-то вешать кронштейн или что, у нас, видите, есть два отверстия.
И когда вы прикрутите на эти вот, допустим, два отверстия, то вы не сможете на потолке повернуть его куда-то там в сторону. Вот. Предлагаю либо просверлить здесь дополнительное отверстие посередине, либо крепить просто на одно, чтобы мы могли его как-то поворачивать. Вот. На стенку у нас то же самое. Единственный минус, что у нас не проходит разъем, чтобы закрепить на стенку, поэтому нужно его как-то вот... Ну, все равно он будет на стенке у нас вот так вот выглядит примерно, то есть направлен вниз. Поэтому все как бы шикарно. Ну и можно поставить просто на пол. Или просто открутить проектор и ставить его как-то там, я не знаю. Ну вот, допустим, я вот так вот ставил на потолок. И все было классно и замечательно. Так, проверяем сразу батареечку. На глаз, сразу говорю, не видно светодиода, только на камеру. Вот, видите, он там еле-еле видно, что он работает. Все, врубаем наш проектор и смотрим, что у нас да как есть по пульту. Значит, давайте сразу кнопочкой мод. Я надеюсь, видно картинку. Это у нас сразу включается в авторежим. Потом следующий, наверное, авторежим 2, авторежим 3 по ходу, что-то в этом роде. И у нас вот еще какой-то режим. А вот это музыкальный режим. Видите, я просто разговариваю, и он уже срабатывает. То есть, что можно сразу сказать, что микрофон здесь более-менее нормально чувствительный. То есть, что можно сразу сказать, что у микрофона более-менее нормальная чувствительность. Так, давайте мы его так вот, наверное, поставим, чтобы вы все дело это видели. Так, я его... Проверяем кнопочки. Вот столько много кнопок. Итак, первая красная кнопка, это у нас включить-выключить. То есть, вот его выключили. Все у нас отлично. И включаем. У нас опять музыкальный режим. Давайте мы переключим в режим, сразу пройдем по режимам авто. То есть, вот 3 клавиши. Режим авто 1. Как-то вот так он у нас выглядит. Режим авто 2. Вот такие узорчики. И режим авто 3. Вот такие вот, друзья, узоры. Значит, зеленая кнопка в центре, стоп-мотор. То есть, смотрите, картинка у нас движется. Давайте, наверное, авторежим 1. Дождемся узоров. О, и вырубим. То есть, у нас стоп-мотор, картинка замерла, а только могут переливаться там всякие узоры, как мы видим. Итак, мотор поехал. Есть у нас, друзья, вот эта вот синяя кнопочка. Это кнопка а-ля стробоскоп, либо мигалочка, кто как называет. Вот в таком вот режиме. Как вырви глаз, как я называю. То есть для моего больного глаза это просто ужасно. Но детям на каких-то дискотеках, там, вечеринках просто нравится. Просто отлично. Сразу оговорюсь, друзья, что наш проектор данный больше нацелен на как бы новогоднюю тему. Так как здесь встречаются картинки с елочкой, снежиночкой и там еще каким-то чем-то, не знаю с чем. Да, елочка, снежиночка и что-то там еще. Так, едем дальше. Значит, у нас при включении вот этой кнопкой мод только один звуковой режим. Здесь же мы можем наблюдать аж 3 звуковых режима. Давайте посмотрим каждый примерно. Так, включил я или не включил? О. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот. Второй режим у нас выглядит следующим образом. И раз, два. Ну, как-то, видите, узоры появляются. И третий режим. Раз, два, три. Раз, два, три. Я, честно говоря, что-то ничего не наблюдаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Что-то никак, не понимаю. Раз, два, три, четыре. Короче, друзья, может быть есть, может быть нет. Видите сами, все показываю честно и аккуратно. Вот. Ну, давайте этот лазер, кнопочка лазер красно-зеленый. Давайте смотреть, что у нас. То есть у нас, заметьте, вырубился светодиод, и у нас работают только наших два лазера. Можем включить красный лазер, следующая клавиша. И можем включить отдельно только зеленый лазер. Давайте уже проедем и по этим немножко. Давайте так, и LED, и синий, и красный лазер, по-моему. Или, а, нет, это светодиоды полноцветные. Вот. Сугубо светодиоды. Без лазера. Потом у нас красный светодиод, зеленый светодиод, синий светодиод, красно-синий светодиод, красно-зеленый, сине-зеленый и полноцветка.
только все стоит на месте, и все это дело без лазера. Значит, сделаем вывод так, видите, даже у нас на пультике и обозначено, то есть это все дело у нас относится именно сугубо к светодиоду. Ну и 4 клавиши у нас здесь час, не вижу сколько, короче, 3, 4, 6, что-то такое. Это у нас просто таймер, то есть поставили мы, включили проектор, там знаем, что мы там через час, 2, 3, 6 заснем, уснем и можем забыть его выключить. То есть ставим на таймер час, допустим, он нам сигнализирует, что я тебе понял, через час я выключусь. Вот как-то так. Все, друзья, сейчас идем в какую-нибудь темную комнату, направляем на стенку или потолок, или куда там еще я направлю, и покажу вам всю эту красоту данных узоров. В принципе, проектор не особо дорого стоит и заслуживает как бы моего внимания. Еще раз обращаю ваше внимание, кому интересна тема проекторов, переходите на мой плейлист. Он так и называется, по-моему, «Лазерные проекторы с Алиэкспресс». Я уже не помню сам, друзья. Все, едем в комнату. Итак, ребята, сейчас мы видим авторежим. Давайте авторежим 1 по порядочку начнем. Вот так у нас происходит работа в авторежиме 1. Авторежим 2. И, друзья, авторежим 3. Вот такие у нас картинки получаются. Ну что ж, а теперь запускаем музыку и будем смотреть все 3 режима. Начиная с 3-го режима, будем делать так. 3-й, 1-й и 2-й. Почему так? Потому что 3-й режим, скорее всего, режим не под музыку, а для музыки. Вот. 1-й режим, он держит такты, то есть как бы ловит басы с 0. И 2-й режим, как по мне, самое больше, допустим, мне нравится. Итак, поехали музыку. И включаем 3-й авторежим, то есть 3-й музыкальный режим. Ну, то есть, друзья, в этом режиме что с музыкой, что без музыки, вот такая вот картинка идет, то есть, как я называю, для музыки, а не в такт музыки. Вот, теперь давайте переключим на режим авто 1, то есть музыкальный режим 1. Вот так это все у нас выглядит, как я называю, вырви глаз. Это не флеш, это музыкальный режим 1. То есть молодежи будет, конечно, зачетно, нравится. Вот он с 0 идет и слышит басы все. Ну, тоже по-своему красиво, очень даже красиво. Конечно, на камеру это не так, как вживую, но все-таки. И, друзья, как по мне, самый красивый музыкальный режим — это режим номер 2. Включаем. Вот такая красотень, чувствует такт, чувствует все. Значит, друзья, продолжайте наслаждаться, я хочу с вами попрощаться. Ссылочка на данный проектор будет в описании под видео. Всем удачи, всем здоровья и, надеюсь, до скорых видео. Всем пока!
это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.